Мы немножко волнуемся. Я здесь в студии не одна. Со мной человек, М, который возглавляет проект "Грядущее". Это Юля Тарасова. Привет всем. Соответственно, у нас есть секретные люди за кадром, которые всегда с нами и поддерживают нас. Ну и, конечно, раз эфир называется "На троих", то мы пришли сегодня с книгой, которая называется "Ключи управления реальностью", и будем ей пользоваться. Ну и напомню, вам о том, что эфир наш посвящен тому, в чем же вы уникальны, и мы об этом сегодня будем говорить. С позиции, конечно же, развития, духовного развития. Мы про свет, я напоминаю вам всем. И кому будет интересен наш эфир? Тем, кому не безразлично будущее наших детей, наше с вами, и даже кому не безразлично то пространство, в котором мы сможем воплотиться через какое-то время. М, И вот именно про это проект "Грядущее". И я хочу Юле передать слово, потому что маленькая такая предыстория. Когда мы только начинали заниматься или пришла к нам на практике, у нас с ней разгорелся спор. Все же как соотносится космос и бизнес, да? Юль, расскажи, пожалуйста, ты человек бизнеса, да, ты всю жизнь им занимаешься. Что тебя притянуло в сородение, в нашу школу? И вот немножко о том космосе, которым ты занимаешься сейчас, и бизнесе, которым ты всю жизнь занимаешься. Вот, расскажи немножко о себе и об этом. Хорошо. Ну, история действительно давняя, космос и бизнес, да, у Да. нас с тобой как раз вот ключи управления реальностью. Недавно снова пришлось вспомнить эту тему, потому что когда только пришла в сородение, интерес вызвал, по-моему, ролик "Держава", да, то есть это самый был такой сильный у меня резонанс. Я помню, даже Гаррету сразу написала: "Ой, что же делать, что делать, что делать?" Он говорит: "Надо учиться, год сиди учись, потом будем разговаривать", как обычно мне сказал. Бизнес действительно, наверное, из тогдашней моей жизни было единственное, что осталось, что меня еще тогда интересовало, вдохновляло, потому что в отношениях крах, в каких-то смыслах крах, ничего так не удалось построить. А на работе, в принципе, я была успешна, и это была та опора. Поэтому, когда я попала к тебе на семинар, он был про духовное развитие, и ты рассказывала историю про подругу, которая проходит этот опыт, бесконечный, да, в бизнесе. Меня это задело за живое. И я думаю, надо заступиться за бизнес и за всех за нас. Действительно, пыталась, уже пойдя в духовное развитие, притянуть свою прежнюю парадигму жизни к этому развитию. Было важно сохранить что-то, на что можно опереться, потому что, как таковой опоры на самом деле тогда не было. И сейчас каждый день ее ищу. Поэтому, да, ну и как последствия уже поняла, конечно, это была гордыня, конечно, это было непонимание того, куда я попала и что происходит, потому что мне важно было, чтобы мне здесь и сейчас ответили. Быстро причем, да. Быстро, да. Ну-ка, отвечайте мне. Гаррет говорит: "Так, все, закрываем разговор". Я думаю: "Как так?" Я обиделась. Я обиделась тогда на вас и думаю: "Чё это они вообще послали меня?" Вот. Ну и тогда вот, как выяснилось потом, такое затаилось, да, затаилось вот это, что не договорили мы. Сейчас, конечно, по прошествии времени я понимаю, что потому что уже пробовала в этот бизнес, которым занимаюсь, притянуть концепцию развития. Мы даже создали компанию отдельную, которую назвали не как-нибудь, а "Созвучие". И принципы заложили в нее сотворчество, союзов, среди предпринимателей. Но так ничего и не случилось, потому что команда была старая, да. Были прежние люди, которые были взрослены мной на прежних принципах зарабатывания денег, достигаторства, личного какого-то бренда, успеха и так далее. Ну и я сама, конечно, была в шпагате, и все таки это было искусственное притягивание, потому что сама концепция того бизнеса, которым я занимаюсь, маркетинг, она, в общем и целом, недостаточна для того, чтобы считать это каким-то развивающим таким моментом, открывающим партнерство, союзничество, сотворчество. То есть это отличная экспертиза, которая помогает мне и в текущем моем проекте, в грядущем. Но понятно, что это не совсем, про развитие духовное. Слушай, ну вот, вчера у нас, как раз состоялся очередной семинар,
который назывался «Событийные ветки, да, управление реальностью». По сути, все тоже про опору. Сейчас все меняется, и, на мой взгляд, людям уже приелось то, что из каждого эфира, из каждого там билборда, да, все говорят только о том: купи, продай, потребляй. И хочется чего-то живого, и многим непонятно, а как же меняться. То есть вроде бы мир уже меняется, но этого старого очень много, все состоит из этого, и много, ну, практически поколение выросло после перестройки на новых принципах. Как, на твой взгляд, как вообще ты видишь вот развитие перехода в новое? Потому что ведь проект «Грядущее», который ты возглавляешь, он про вот это. То есть мы придерживаемся прежде всего принципов бескорыстия, потому что не будет этого, не будет соратничества, не будет сотрудничества. И если мы все время будем друг с другом соревноваться, биться, там, доказывать, что кто-то лучше, а все остальные непонятно какие, да, соответственно, ни к чему мы новому не придем. Так вот, все-таки грядущее это про что? Ну, вот я сказала, что срезонировала на ролик по державе. А Мгм. держава — это про пространство, в котором как раз действуют бескорыстные принципы, где люди трудятся на общее благо. Ну, как я это для себя сложила. Может быть, я сейчас не точна в формулировке, но тем не менее. Грядущее — это как предтеча, да. Мне кажется, что держава-то, в принципе, она вот не за горами вообще. Те принципы, которые описаны, они должны случиться достаточно быстро, потому что все условия сложились для этого, да. Мы действительно сейчас в некой изоляции по отношению к миру. Нам нужно производить что-то свое, Да. нам нужно возвращать человека-творца, потому что без этого, ну, просто неинтересно, сколько можно перепродавать китайского условно. И в грядущем, вот как и в державе, такой принцип действительно бескорыстия есть, но это не про то, что там мы не должны за свой труд получать какую-то оплату. Это про то, что во главе угла всегда мысль, а как это поможет человечеству, как это качественно изменит жизнь. Поэтому вот когда получается думать глобально так, да, про то, какие качественные изменения какие-то наши там уроки, игры, которые мы делаем, да, запускают, то все складывается. Но к этой мысли нужно возвращаться, потому что живем в достаточно жестких, невыносимых условиях матричных. И понятно, что весь социум противится, и окружение этой идеи. Есть страх за материальное, есть страх за то, что что-то не получится. В общем, Или ты будешь не такой, как все? или ты будешь не такой, как все. Это, кстати, очень частый страх, да, почему мы боимся как часто рассказывать о том, что мы делаем, идти с этим, вещать где-то на каких-то крупных конференциях, потому что мы реально, как белые вороны, говорим вроде как еще понятные миру вещи, но уже настолько забытые и даже смешные, я бы сказала людям, что это выглядит действительно со стороны, наверное, иногда как какое-то напускное. И вот не хочется, чтобы это выглядело как напускное. Для того, чтобы это было глубинное, твое, это же нужно проживать каждый день. А как вот достучаться до глубинного? Потому что коллектив ведь все равно должен формироваться, который формирует это грядущее, который этот проект представляет в мир, на честности, на совести, на дисциплине, на достоинстве. Как это внутри себя сформировать, если многие к этому вообще не приучены с детства? Ну, это, в принципе, то, чем мы и занимаемся и сами, и тех, ту, скажем так, целевую аудиторию маркетинговым языком, к которой мы идем, а это учителя, это психологи, это непосредственно дети, воспитатели. Ну, в общем, это та среда образовательная, которую сейчас нужно привнести в воспитание. Потому что если говорить про просвещение, то, наверное, это образование плюс воспитание, да. И когда ты идешь с этим посылом, что нужно трудиться над собой, что нужно духовно развиваться, нужна определенная методология, нужен определенный опыт, чтобы этим поделиться. И, в принципе, все через этот труд души и происходит в конечном итоге. И все наши уроки, все наши игры, они про это, про то, что человеку нужно разбираться с самим собой, заходить внутрь себя, думать о том, зачем я, кто я,
и вспоминать те качества прекрасные человеческие, про которые сейчас стыдно говорить, да. То есть не то, что стыдно даже, а Не которые сейчас принято, я бы не принято, сказала, да. да. Сейчас принято другое. Открываешь телефон, и там, например, банк, в котором ты обслуживаешься, да, или карточки, которые у тебя есть, предлагают тебе там 3000 за друга, если ты перепостишь там что-то. И, на мой взгляд, вот это вот потребительство, оно настолько проросло в среду, что стало естественным, нормальным для человека. Но вот вчера мы задавали вопрос нашим занимающимся о том, а что бы вы взяли с собой в будущее из того, что сейчас есть. Причем материальное брать нельзя, потому что мы не унесем с собой туда ничего, кроме того, что нами наработано. И действительно, такие вопросы помогают человеку понять, чем он занимается, куда он идет, действительно, что он нарабатывает, на что его внимание направлено. И, соответственно, из этого можно уже сложить определенную картинку, возможно, ее подкорректировать как-то, начать заниматься тем, что действительно важно для тебя, и действительно не только для тебя, но и для мира. И если говорить про уникальность, то саму уникальность можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, уникальные снежинки сейчас все, но это никому не нужно, потому что из этого не сложишь никакого соратничества. А с другой стороны, надо понимать, а в чем ты мастер. То есть, что ты нарабатываешь в течение жизни, что ты действительно можешь привнести в эту жизнь того, чего раньше здесь не было. Ну, начиная от своего ближайшего окружения, да, до того дела, которым ты занимаешься. Что уникального приносите вы конкретно в этот мир с проектом в грядущее? Уникального. Ну, каждый наш проект, он делается по принципу творческих лабораторий, то есть люди собираются по интересу. Допустим, вот игра "Крепость духа". Давай, Могу показать покажи. ее, да. Очень красивые на самом деле у нас здесь на столе предметы. Да, Вот. я расскажу, покажу по ходу дела, как пойдет. Соответственно, команда подбиралась по интересу, да. Интересно было то, что мы сами в школе с рождения проходим, теорию, то, с чем поработали и где какой-то опыт получили, интересно было передать детям. У меня много племянников, мне интересно было что-то сделать такое, чтобы они могли играть и развиваться. На эту идею подтянулись еще другие ребята, и мы занялись этим. Соответственно, уникальность в этом только такая, что мы определенные знания, которые получаем, пропуская через себя, имеем опыт, который может быть кому-то понятен через те слова, которые мы говорим, через те игры, которые делаем. И вот, по сути, уникальность, она вся и заключается в твоем опыте, который ты прошел и который можешь кому-то передать, когда он действительно осознан, ты уже больше не переживаешь, ты уже все понял и можешь этим бескорыстно опять-таки поделиться, потому что почему не поделиться с человеком, пусть это кому-то поможет. Наверное, уникальность проекта в том, что у каждого здесь есть свой определенный интерес, потому что мы все в развитии, эту культуру вы нам привили. И постоянно исследуя какие-то аспекты мира или себя, из этого получаются определенные, можно сказать так, продукты или услуги. То есть у всех своя сфера интересов. Кому-то интересно изучать опыты военных полководцев. Получаются шикарные уроки, как у Саши Старостина, где он рассказывает про качества, которые не являли, про то, как вообще они взращивали свой дух. Кто-то интересуется космосом, и у нас отличные тетради со звездами Да, ну родились, да. покажи. Вот мне очень нравится с полководцами тетради и про звезды. Про звезды это вообще уникальная тема. О Мгм. ней, наверное, надо отдельно будет как-нибудь нам сделать Мне эфир. все положили, а я все перепутала. Да. Да, с полководцами, ну вот у нас со Сталиным прекрасно, с Иосифом Виссарионовичем тетрадка есть, с Рокоссовским, Суворов, Кутузов, Нахимов. А по звездам вот такие иллюстрации авторские Света Старостина нарисовала. Здесь везде есть описание, да, и какие-то слова, которые разворачивают определенные процессы. Прочитай какие-нибудь слова из тетрадки. Потому что, смотрите, ребят, наглядная агитация, она существовала всегда.
И те образы, которые мы можем пронести, в будущее, они должны на что-то быть направлены. Ну, как минимум на то, чтобы жизнь сохранялась. Вот что у нас на Да, тетрадках вот про написано? Сталина мы писали тут много, я первый абзац прочитаю. Иосиф Виссарионович оставил богатейшее историческое наследие космического уровня идей, возрождения человека-творца, воссоздания державности. Пример того, как можно жить в стране и вывести на высочайший уровень просвещения, культуры и образования. Он смог в тяжелейший период объединить, сплотить наш непобедимый народ, возродить русский дух, защитить от врагов нашу великую родину. Жив дух миллионов победителей, героизм предков навсегда в человеческих сердцах. Ну, вот я считаю, что очень важно, чтобы наши дети видели правильные образы, и грядущее как раз над этим работает. Но, естественно, не хватает рук, не хватает, возможно, масштаба пока, но я думаю, что это все впереди. Да, согласна, все впереди, но, как показала практика, все зависит от команды вот этой активной, которая на запуске, на старте, да, сплоченности, и тех общих смыслов, из которых мы делаем любую задачу. Потому что, ну, я человек из бизнеса, и понятно, у меня проектная работа быстрее-быстрее. Я люблю поторопить, поставить жесткие сроки, как-то сузить до какой-то конкретной, да, механической штуки это все. Здесь это не работает, поэтому, по сути, весь мой опыт здесь приходится адаптировать для того, чтобы я могла вместе с командой понять, тот темп, ту глубину необходимую и, тот баланс, наверное, да, потому что это про баланс, работы с собой и вот этого результата, который получается, да, у нас в наших творческих лабораториях. И, ну, это не только людям бизнеса свойственно, это всем свойственно сводить, к какому-то механическому. Как только ты получил первые результаты успешные, ты забываешь про то, как они дались, и мы начинаем штамповать. Вот, ну, мы сейчас сделаем больше постов, больше там каких-то игр, больше уроков. Здесь важно, чтобы, то знание, которое мы передаем, оставалось живым, а для этого нужно потрудиться. Слушай, а как ты трудишься? То есть вот, для того, чтобы быть руководителем такого проекта, нужно быть впереди времени. Как ты опережаешь время? Что ты вообще делаешь? Ой, не готова я к такому вопросу была. Ну, Ну ты же все равно работаешь над собой, ты много путешествуешь, ты бываешь, вот я те да, подсказываю, хорошо, да, поняла. в разных, Ну, скажем красивых скажем так, у местах. меня хорошие учителя, во-первых. Мне есть на кого равняться, да. Я вижу, как самоотверженно трудится команда школ сыродения. И я понимаю, из чего состоит, день, из какого труда каждодневного, да. Я вижу действительно бескорыстие, и за этим хочется тянуться. Можно сказать, только благодаря этому и есть что-то, да, что мы можем делать каждый день, потому что есть пример. И по сути своей грядущее — это и есть тот пример, что можно что-то делать, не бояться, и что там жизнь на этом закончится, да, на бескорыстном труде. Ты все потеряешь и как бы не успеешь чего-то, что принято в этом обществе, да, получать от жизни, те блага, скажем так. Поэтому, ну, конечно, помогает ваш опыт, помогает все те знания, которые, есть в книгах, и помогает коллектив очень сильно, потому что, вот девчонки, которые проводят уроки, они действительно горят каждая своим предметом, делом. И то, что они вкладывают, ту духовно-нравственную частичку себя, она разворачивает, по резонансу это во всех нас. И это и есть та опора световая, которая есть на сегодняшний момент. Потому что как только я выпадаю, я чувствую потребность пойти почитать что-то из того, что мы сделали, сходить на урок, вместе что-то провести, встретиться. То есть, по сути, коллектив является, ну, такой системой самообогащающейся, когда кто-то выпадает, все вытягивают. И здесь, очень важно помнить про это просто. Не быть той самой уникальной снежинкой. А часто накрывать, может кого-то внутри коллектива или это все меньше и меньше со временем случается? Ну Как вот, с происходит? выходом нашей любимой Да. книги "Ключи управления реальностью" мы, в принципе, все были потрясены ею. И у меня достаточно обширный опыт, к сожалению или к счастью, наверное, к счастью, да.
Накрывает, потому что, сознание неразвитое, пока не успеваем отлавливать негармоничности, даем им с собой случаться. Есть, какие-то вещи недоразобранные, запущенные. Все еще, ну, там слоев много у того же бескорыстия, да, и та самая, вторичная выгода, да, про которую мы сейчас начали говорить, она повсеместна на самом деле. Мы все равно, что называется, дети своих родителей, и присутствуют болячки из детства, и недолюбленность, и недооцененность, и невера в себя. На все на это радостно садятся, всякие негармоничности, которые приводят к унынию, к лени, к остановке в развитии и в труде, да. То есть, это достаточно часто происходит. Но опять-таки, поскольку мы среди друг друга постоянно, и культура "расскажи правду товарищу о нем самом" все таки присутствует, хоть это и сложно, особенно с друзьями, а мы, конечно, дружим. И это, кстати, тоже и опора, и одновременно и проблема, потому что тяжело сказать другу, что что-то у тебя там запустилось, Поднакрыло тебя, да? да, что-то тебя поднакрыло. Но мы стараемся. Вот, мне кажется, время обратиться к книге. На самом деле книга уникальная, потому что здесь описано все то, что помогает и мешает развитию сознания. А любые проекты, которые будут представлены в будущем, они все равно связаны с развитием сознания, с развитием духовности. Духовности под духовностью мы подразумеваем дух, душу и все те светоносные качества, которые присущи этому. Я считаю, что человек должен и обязан взращивать в себе этот свет. Так вот, эта книга является тем, что описывает подход к развитию сознания и что его тренирует. Здесь и про яды, которые постоянно присутствуют в нашей жизни, и в качестве ядовитых состояний, и в принципе ядов, да, которые сейчас распространены. Здесь и ключи темные, которые, как только ты входишь или выходишь на какие-то скорости и выходишь на соединение со своим сознанием, с ноосферой, давайте скажем так, они тут же выгружаются здесь прямо в реальности, и многие это уже проживают на себе. Но знать об этом обязательно нужно, потому что невозможно, не тренируясь, просто вот так по щелчку пальца, да, прийти к тому, что мы бы хотели, чтобы было в этой жизни. Но, естественно, нужно прикладывать усилия. Давай я тебе передам книжку, а она нам просто расскажет, а что же будет помогать человеку двигаться в грядущее, в будущее. Страшно представить. Ну-ка давай посмотрим. Возможности применения как раз будут помогать. Что, о чем там? Возможности применения ядов зависят от потенциала сущности. Чем выше развитие сущности, тем больше спектр применения. Яд может преображаться в зависимости от намерения, задаваемого сущностью. Ключевое — это придание конфигурации. Ну да, наверное, неизвестными словами мы рассказали. Я хочу сказать, что существуют разные виды ядов, да, и это и яды сознания, да, про которые здесь написано, и яды, которым можно полечить это сознание. Но среди обычных ядов какие мы можем перечислить? Сигареты, да, Алкоголь, алкоголь, наркотики, наркотики, грибы, грибы, да. А да. дурные мысли же тоже яд Дурные всякие. мысли — это хуже, мне Да. кажется, вообще всего, потому что как только ими тебя накрыло. Кстати, в игре "Крепость духа" очень хорошо это показано, потому что в игре есть темные матрицы, которые выпадают, когда поле начинает разъединяться, когда в поле начинают превалировать гордыня, да. Ну, любое деструктивное состояние, когда заходит, когда Да-да-да. что-то боятся ребята как-то там. Сразу падает рой. ссоры. А рой — это как раз мысли деструктивные, которые разобщают все вокруг. Вот это мы не возьмем с собой в грядущее. Возьмем с собой то, что, наоборот, кристаллизует сознание. Какие качества кристаллизуют сознание, на твой взгляд?
И вообще кристаллизует. Что тебе помогает собраться? Я так, кстати, не думала даже, что именно кристаллизует сознание. Собраться что помогает? Да. Собраться помогает верность пути, чистота намерения помогает. Собраться помогает очень сильно, наверное, одно из моих сильных качеств, раз уж мы про уникальность, да, сегодня говорим, это ответственность. Она у меня есть, как бы неважно, я там с ключами ли я, болею ли, я всегда знаю, что есть дело, и оно первостепенное. И в этом смысле меня это качество очень сильно вытягивает. Слушай, вы сделали А сколько проект «Грядущее» уже существует? Вы за это время очень много сделали. Ну вот прямо проект «Грядущий» существует, наверное, месяцев 9, да, как Да. раз ребенок должен родиться. Вот. А «Звездная канцелярия» была еще до этого, в принципе, похожей, да. Команда точно сохранилась. С точки зрения именно вот мы открыли канал, начали собирать сообщество. Наша же задача — это сообщество сформировать. И это тоже новая задача. Мы никогда, никто из нас сообщество не формировали, поэтому Кто нужен, в сообществе? Кого мы приглашаем туда? единомышленники среди учителей, воспитателей, психологов, родителей. Мы думаем сейчас над расширением вот этого списка, да, но думаем, что, скорее всего, на каждую такую категорию, да, допустим, профессий нужно отдельное сообщество, потому что у них есть свои задачи, и нужен свой подход, и нужны свои лидеры этих сообществ. Поэтому там психологов должны проводить психологи. Если это дети, то должны быть среди молодежи лидеры, за которыми пойдут. Если это, соответственно, там категория какая-то патриотически, да, настроенных ребят, то, наверное, ветераны СВО должны заниматься, да, потому что у них здесь опыт собран уже в этой жизни, они понимают, что к чему. Вот, поэтому сообщество сейчас это учителя, родители, воспитатели, все, кто связан с образованием детей, кто имеет доступ к детям. Но поскольку процесс достаточно медленно простекает, мы уже решили напрямую идти к детям. И вот первый урок для детей провели. И очень, кстати, вдохновились, потому что дети, конечно, благодарная аудитория, они задают много вопросов, они общаются, они сразу дают обратную связь. В этом смысле нам очень не хватало, как будто бы немножко в вакууме. Мы вроде для детей делаем, а что они про нас думают, не понимаем. Поэтому вот был у нас первый урок, и это, конечно, большая радость. Вот. Урок по математике был? Урок был по рисованию. Мы рисовали состояние, качество человека, дерзость. Вот. Горы рисовали и объясняли, что это вообще такое. Потому что, ну, дети на сегодняшний момент не очень понимают, что такое дерзость. Они, наверное, слышали в своей жизни «не дерзи», Да-да. и на этом ограничатся. Когда они связали и поняли, что качество на самом деле про такой, про дух, да, про то, чтобы идти к свершениям, вперед, они очень вдохновились. Вот. Я правильно понимаю, вы готовите методические материалы для педагогов, воспитателей, да? Для кого еще? Да, мы готовим основной продукт, скажем так, грядущего сейчас. Это методические материалы, которые выложены у нас на сайте грядущий РФ, и открытые уроки. Открытые уроки — более популярный формат. Мы только открыли группу, сразу 800 человек туда подписались, потому что, ну, это живой, мы в зуме проводим урок. Фактически это бери и делай какая-то, да, практика. Условно, любой предмет, математика, физика, химия, рисование, мы подаем с позиции того, что, ну, у нас принципы есть. То есть какие-то принципы. Обязательно в уроке должно быть духовно-нравственное что-то, да, связанное с воспитанием, потому что основная проблема у учителей сейчас то, что детям неинтересно, они не слушают, они безответственно подходят к своей жизни. Поэтому если про ответственность хотя бы с детьми разговор какой-то проводить, то уже по-другому немножечко реагирует класс или твой собственный ребенок, если ты родитель. Вот. Духовно-нравственное воспитание, потом мы связываем знания с жизнью, и это самое сложное, потому что объяснить, как проявлена физика, химия, математика в жизни, не всегда вот так вот по всем абсолютно, да, темам можно. Ну, в этом опять-таки помогают книги, и это большое подспорье, потому что мы, по сути, сами, проходя вот этот материал, начинаем выдавать что-то более или менее осознанное. Юль, слушай, а у вас есть какой-то отбор? Я вот знаю, что уникальные люди трудятся в проекте «Грядущее», потому что ведь, ну, как за стол обычно не посадишь
каких-то чужих левых людей, так и здесь нужна какая-то чистота проведения, какие-то внутренние ценности, которые соответствуют этому проекту. Кто может вообще попасть в проект грядущий, начать писать эти методики? То есть как вы воспитываете как ты воспитываешь свой коллектив? Они меня воспитывают. Да. Ну, и критерии есть — это горящие глаза. Если человеку интересна тема, да, если он в ней копает всю жизнь, да, занимается, то понятно, что он в ней уже определенный эксперт. И нам, конечно, нужны эксперты в определенных темах. Это как раз к теме нашей сегодняшней встречи «В чем твоя уникальность?». Потому что часто люди приходят и говорят: я всю жизнь там была учительницей, но больше заниматься этим не хочу, мне интересно там творчество. Вот хочу теперь там петь, рисовать, танцевать. А на самом деле высококлассный учитель с огромным опытом, да, передачи знаний. Поэтому очень важно, чтобы люди, которые приходили, использовали те наработки, тот опыт, которые уже случились в этой жизни, и понимали, зачем им это. Потому что понятно, что выгорания много сейчас в этой профессии, но тем не менее можно искать форматы, как делать это по-другому. Просто нужно захотеть и нужно себе разрешить, скажем так, как ты говоришь, да. Поэтому горящие глаза, опыт, конечно, это способность, скажем так, трудиться над собой, потому что все равно, кто бы ни пришел, какой бы ни был опыт, у человека есть свои какие-то, скажем так, барьеры, которые мешают ему и знания передавать чисто, и любовь являть. Потому что вот если говорить про то, чему учит школа сородения, это как раз передача состояний, трансляция состояний, пребывание в этих состояниях, то, в принципе, любому учителю, научившись транслировать радость, транслировать чистоту, да, работать, конечно, будет гораздо проще. Но к этому нужно подойти, для этого нужно трудиться над собой, развиваться. Поэтому готовность трудиться над собой, горящие глаза и, да, бескорыстие, потому что без этого будет очень сложно. Зачем? Слушай, ты знаешь, я тут год назад купила мастер-класс по рисованию. Мне очень понравилась вода реалистичная, которая была представлена на сайте. И частично я её нарисовала, и потом на определенное время забросила, никак не могла подойти к этой картине. И вот вдруг вот мне прямо приспичило порисовать. Смотрю, а доступ к мастер-классу уже закончился, потому что, оказывается, он был ограничен 365 днями, то есть одним годом. А вот я считаю, что это не про бескорыстие на самом деле. Ну, согласна, да. Как у нас это все построено, и насколько доступ этот будет сохраняться к этим урокам, или как вообще? Как ты это видишь? Все уроки, конечно, предоставлены, методики и все наши открытые уроки, они на безвозмездной основе делаются, только пользуйтесь. Многие же их берут и потом за деньги продают. Ну, пусть. Зато знание будет распространяться. Если они сделают это на высокохудожественном уровне, пусть продают, потому что я сама лично знаю ребят, которые наши методики используют, в своей работе. Они проводят там лагеря, допустим, детские, или в школе что-то преподают в частной, или, частную практику имеют свою, да, и обучают детей. Если они делают это действительно чисто и красиво, то я буду только рада, и вся наша команда тоже, потому что это и есть, то, к чему мы стремимся, чтобы знание попадало непосредственно к детям, потому что грядущее, если говорить про грядущее, оно все равно формируется на базе, их идей. У взрослых детей у взрослых мало действительно сейчас, скажем так, даже возможностей помыслить о высоком, помечтать. Мы забыли, как это делается. У детей все еще с этим проще гораздо, поэтому хочется идти к детям, и любой человек, который является здесь проводником, нам важен. Да, пожалуйста, если вот эта тема кому-то интересна и есть бескорыстие, есть готовность взаимодействовать с детьми, с учителями, возможно, у вас есть уникальные методики, которыми вы хотите поделиться, пишите нам обязательно, и мы свяжемся с вами. Кстати, у нас очередной форум нам предстоит 16 августа в Питере. Форум методики развития сознания. Да, это второй раз он у нас уже будет проходить, и мы как раз там будем показывать
наши открытые уроки, будем разговаривать на тему сознания, на тему концентрации внимания и, конечно же, про свет. А игра «Крепость духа» будет там представлена? Ну, на самом деле, игра "Крепость духа" у нас именно в Питере и в Москве, широко представлена. Мы проводим практически еженедельно наши игры, обучаем ведущих, поэтому я думаю, что избыточно уже будет. Лучше поговорить, как раз про методики, про творческие лаборатории, про то, объединяющее начало, которое, да, есть у нас у всех, и привлечь кого-то в команду. Потому что поиграть мы имеем возможность и достаточно часто этим занимаемся. И, в принципе, все подписчики и сородения, и грядущего знают про эту возможность. Кстати, в очереди стоят, чтобы поиграть. Надо как-то Да. подумать о формате, который бы был доступен и в регионах тоже, потому что не все могут приехать в Москву там или в Питер поиграть. Но в любом случае мы выкладываем разборы наших игр, с которыми вы можете познакомиться на YouTube-канале «Человек сознательный». Ну вот мы только начали, будем продолжать. Интересно, есть ли у нас какие-то вопросы? У меня точно есть. Давай. По книге начнем, наверное, да? Да. Раз она с нами сегодня третья. Держи. Давай я сейчас тоже ее открою, посмотрю, что выпадет мне. Да, вот, кстати, с игрой в связи хотела спросить. У нас у каждого героя, как у психотипа, да, как носителя определенной алгоритмики, деструктивных и сильных сторон, да, есть набор ключей, который мы, соответственно, Да, да. набор у нас есть. Я правильно понимаю, что ну, именно к скосу какому-то, к твоему постоянно повторяющейся, к твоей какой-то постоянно повторяющейся ошибке ключи привязываются, и пока ты с этим не поработаешь, это будет происходить. Но вот если мы будем говорить про уникальность, про уникальную снежинку, у которой превалирует эго, а весь наш мир нам сейчас транслирует это и взращивает это эго. И по поводу уникальности нам все время говорят. Но самое интересное, что уникальность привязывают к заработку. То есть чем ты более уникален, тем вроде как ты больше можешь зарабатывать. Мы же говорим совсем про другое, потому что это не совсем правильная схема. Мы говорим о том, что вот ты вышел из школы, и тебе надо более усердно трудиться для того, чтобы наработать мастерство. Но на пути к этому мастерству будет много преград, потому что здесь и ответственность нужна, и дисциплина, и нельзя идти на сделки с совестью, ну и так далее. Потому что ведь дар Божий, он не просто так тебе дается. Вот и когда ты начинаешь этот дар превращать в свое эго и при помощи этого зарабатывать деньги, ты сужаешь себе все возможности, которые только вообще есть. И ключи в этот момент могут показать, на что обратить внимание, да, для того, чтобы выйти из этих деструктивных состояний, потому что в любом случае рано или поздно ты придешь в тупик. Потому что мир, который основан на эго, он никуда человека не выведет. Возможно, какого-нибудь рептилоида выведет, а человеку в этом мире места Кстати, да. точно не будет. А мы все-таки говорим про человека, мы говорим про сознательного человека и про человека, у которого внутри вот этот свет дает возможность и другим, кто около него находится, раскрывать свои способности. И за этим будущее, потому что чем больше этого внутреннего света, тем твой мир более целостен. Чем твой мир более целостен, тем ты больше этому миру можешь дать и соединиться с более целостными системами, которые, ну, например, о которых говорят нам наши звезды. Да. Вот. Поэтому да, ключи здесь нам в помощь. Я помню, у меня ключ был. Я, наверно, открою рубрику Юлии ключи, да. Который садится на поиски былого величия. Да, я Мгм. думаю, что ж плохого? Ну, искать былое величие. Это же на общее дело все. И потом понимаешь, что это тонкая грань, когда на самом деле ты делаешь это только для себя. То есть в том смысле, что ну, тебе хочется иметь в этой жизни что-то, что гарантированно тебя приведет к успеху всегда в любой ситуации, да. И если бы этот поиск былого величия был на базе какого-то общего, да, желания, то понятно, что, наверное, ключ бы не повесили. То есть можно так определять даже уровень бескорыстия собственного, да. То есть ключи и это помогают видеть в себе. Ну вот есть корона, да, а есть коронарность.
Как только ты начинаешь эту корону на себя надевать, это ложный статус, ложное эго, потому что ведь через тебя в этот мир начинают транслировать то, что этому миру сейчас нужно, если ты без короны. А если у тебя есть коронарность, развитое сознание, развитые центры, ты можешь внимание свое направлять туда, куда нужно в данный момент для того, чтобы быть более эффективным. Соответственно, через тебя и проводят. И тогда никакой ключ тебя не оседлает. Ну вот как раз был второй мой вопрос, да, какая техника безопасности, как все таки избегать, потому что ключи, ну, доводят до очень серьезных деструктивных состояний, вплоть до того, что очень многие люди бросают начатое, да, то дело, которым занимались, уходят, там из, каких-то команд, разрывают отношения с друзьями под воздействием этого всего. И я вот сама столкнулась с этим, что достаточно серьезная идет такая, психическая атака, я бы сказала, и ты, ну, мало что можешь в моменте сделать. Каким образом все таки выходить из этих ситуаций и как понимать, что это оно? Есть какой-то способ? Да, способ есть. Во-первых, надо учиться и понимать, как это работает. Нельзя отрицать тонкий план, потому что он в любом случае присутствует. И когда даже мы вот сейчас с тобой, да, разговариваем, есть там твое поле, мое поле, да, и общее поле, да, и еще поле тех людей, которые здесь с нами. И поэтому в этом поле может быть разное. И когда ты понимаешь, что работает при запуске одного либо другого проекта, ты можешь, во-первых, прогнозировать эту ситуацию, ты можешь эту энергию, когда она начинает присутствовать, как-то опознать. И дальше, когда ты это увидел, ты можешь с этим что-то сделать. Но обычно такие штуки очень тяжелые, эгоистичные, связаны, вот если мы про тонкий план, с недостатком опоры, с недостатком энергии, в частности, огненной энергии, спиральности, потому что они не отшибаются из полей и садятся в основном на эго. Ключи, они просто нам, ну, подсвечивают, что Мгм. ли, все эти ситуации. Как от этого защититься? Ну, вот как от воздуха защититься? Вообще невозможно. Вот я сегодня в 5 утра открыла окно и просто начинаю чихать ни с того ни с сего, потому что что-то летит. Но вот если ты дышишь этим воздухом, соответственно, защиты от этого нет. И здесь надо понимать, что мы все в одной лодке. И чем больше деструктива, тем труднее дышать, и тем меньше жизни. Но когда мы всем миром сможем с этим справиться и насытить эти поля, эту среду эфиром, вот тогда и у наших детей, и у тех бабушек и дедушек, которые нас вырастили, мам и пап, и у нас самих будет складываться правильная, красивая, творческая жизнь, когда мы можем делиться бескорыстно. А почему бескорыстно мы можем делиться? Потому что бесконечный поток. Успевай только раздавать, 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 потому что, ну, самому столько не надо. Ты просто не сможешь, ну, не можешь столько принять. Это и идеи, это и ресурсы, это все, что с этим связано. Ну, кстати, большая проблема, что, как правило, в современном обществе люди не знают, куда эту энергию девать. И вот как раз, чем хороша площадка грядущего, мы можем направить. Потому что достаточно хорошо уже команда понимает, в том, какие есть способы проведения того или иного знания, и форматы уже есть наработанные, и новые можно придумать, если захотеть. Поэтому если много энергии у кого-то, мы прям очень ждем. Это важный показатель, важный критерий. Я не сказала, но действительно так. Да, нужны те, у кого действительно есть желание что-то делать, и те, кто готов уже сейчас это делать, не через 10 лет там, Да. а те, кто сейчас уже готов. Мгм. А вот по поводу ключей тоже, да, мы часто не видим, потому что в иллюзии находимся по поводу себя, свои какие-то деструктивные состояния. Даже когда нам в лоб говорят: "Вот, у тебя вот это вот, у тебя страх включился или у тебя там гордыня взыграла", мы говорим: "Нет". И вот как вчера на семинаре, да, нужно услышать от всех был ответ, чтобы понять, что именно с этим нужно сейчас поработать, да. То есть как, из иллюзий-то на свой счет выйти? Потому что иллюзия, она то иллюзия, что у тебя пелена на глазах, да, и Ну вот здесь достаточно много надо
понять для себя и перестать сопротивляться. Потому что самое страшное — это услышать, что ты там какой-то не такой, грязный, что у тебя в поле там что-то висит или там что-то к тебе прилетело. Эго твое, твоя личина сразу начинает сопротивляться этому, говорит: "Нет, я же не такой, вот я же молодец". А вы все вообще не то видите, да. И вот здесь, нужна адекватность собственной оценки, потому что когда тебе, не ну, как скажем, те, кто понимает в этом, вот это важно, что-то подсвечивает, к этому нужно прислушиваться. Но важно понять, кто эти люди, которые тебе это подсвечивают. Когда мы что-то говорим тем, кто с нами, нам от этих людей ничего не нужно. Вот это самое главное, потому что мы думаем из общего. И вчера тоже был такой вопрос: а что есть общее и как это понимать? Мы смотрим из того, как будет лучше для всех. Даже не людей берем, да, во внимание, а всю ту среду и все те изменения, которые, связаны, и могут произойти в этой среде. И когда, например, человек трудится в нашем поле, мы же очень четко чувствуем этот деструктив, потому что возможно вообще энергию проводить, или ты там, тык-пык-мык, и, собственно говоря, день прошел и С ничего не вами не случилось. забалуешься, это точно. Да, потому что это процесс, во-первых, он длится 24 часа в сутки. И не только днем, но и во сне он продолжается. И, я думаю, что ты подтвердишь, что чувствительность, у тех, кто с нами занимается, растет. И когда ты понимаешь, что, вот оно, и у тебя сейчас то же самое случилось, ты начинаешь это чувствовать прямо на физическом плане, то не делать с этим невозможно ничего. А иллюзия — это то, что тебе заслоняет, видение. И знаешь, вот на чем бы я хотела сакцентироваться? Дело в том, что все же сейчас хотят там видеть, что-то слышать, да. Но здесь факт в том, что да, ты видишь картинку, тебе нужно ее понять, и тебе нужно ее провести в жизнь, приложить куда-то, потому что иначе, если ты просто видишь, это никуда тебя не ведет. И никакой ты не пробужденный, и никакого тебе грядущего, и никаких тебе опережений по времени. А ты будешь все время находиться в замкнутой петле. И вот эта жизнь, как день сурка, да, когда ничего не меняется, мне кажется, она людям уже надоела, потому что, ну да, ну что, новый гаджет, новая машина, там, ну еще куда-то ты съездил, а дальше-то что? Дальше бабушка, дедушка, и сейчас даже детей рожать не особо кто хочет. Согласна. Вот с точки зрения все таки как руководитель проекта, мне часто отдают обратную связь ребят, с которыми трудимся, что, ну, на работе говорят не слишком экологично, а в грядущем говорят жестко, да, даю обратную связь. И вроде как понятно, что я хочу побыстрее этот момент пройти, потому что мне тоже не очень приятно говорить о каких-то, скажем так, ошибках повторяющихся да, в коллективе или что-то. Но ведь можно же делать это таким образом, чтобы человек не замыкался в себе, да, не уходил там, Нет, неважно, развивался. не-не-не, Юля, неважно, что ты скажешь и как ты скажешь. Ну, конечно, лучше, чтобы это было безэмоционально, без выплеска вот этой пси-энергии. Но если человек находится в иллюзии, в своей уникальности, как уникальная снежинка. Как бы ты ему мягенько не сказал, потому что у меня были такие случаи. Обычно после разговора со мной, если человек в эго, он все равно уйдет. Уйдет из проекта, уйдет из общей команды. И это очень хорошо на самом деле, потому что таким образом система сама себя защищает. Вот и опять же вернусь к этой книге. Здесь как раз про то, что в сознательную жизнь путь к волшебству, давай так скажем, он пройдет. Туда пустят не всех, в это грядущее, к волшебству допустят не всех, к алхимии, для того, чтобы не случилось, еще одной водородной бомбы. Мгм. Понимаешь, чтобы не случилось еще одной Атлантиды. И вот эти ключи, они стоят на страже вот этого целого. Потому что только те, кто действительно бескорыстен, те, кто понимает, те, кто готов трудиться, понимает смысл, общий замысел понимает,
только тем туда дорога. Я считаю, что в России таких людей очень много. На самом деле мы не безнадежны. Это правда, да. Есть на кого ориентироваться. И тут, и там ты слышишь вещи, которые действительно трогают за душу, и понимаешь, что единомышленников много. Просто мы разрознены, каждый в своей профессиональной деятельности. И нужно объединяться, нужно делать сообщество. В общем, мы на правильном пути, видимо. Слушай, а расскажи, вот только что прошел фестиваль в Екатеринбурге. М. Расскажи немножко об этом фестивале, и, может быть, кто-то из наших зрителей тоже откликнется и захочет, чтобы такой фестиваль прошел и в его городе. На что он был направлен? Фестиваль был направлен на то, чтобы в обычной екатеринбургской школе появились методики, которые позволяют детям в интересной форме прикоснуться, в общем, к духовно-нравственному воспитанию и еще и глубже проникнуть, скажем так, в миропонимание, потому что чем хороша школа, очень много сказано о разных вещах, и ты можешь составить себе представление о картинке в целом, да, как устроен мир, почему он так устроен, почему устроен так человек и так далее. Вот. И мы пошли действительно в эти школы, пошли в педагогические вузы Екатеринбурга с тем, чтобы пригласить их на это мероприятие, писали завлекающие посты, письма, и в итоге сработало, и 250 человек, учителей и родителей из разных образовательных учреждений, там студенты были, пришли и слушали нас достаточно вовлеченно, им было интересно. И, в принципе, я считаю, что все случилось, потому что было очень много обратной связи в моменте дано. После, как обычно, не допросишься, но в моменте ребята были контактные и говорили, что классно, что вообще есть такие уроки, здорово, что вы про это говорите. И спасибо, что вы показали, что так можно, потому что я не знала, как поговорить с детьми на эту тему, да, я не знала, как устроить разговор с классом, потому что думала, что не будут слушать. Но Мгм. присутствующие здесь же дети сидели, слушали, им было интересно, потому что рассказывали ребята, которые действительно этой темой горят. И про Гагарина, и про полководцев, про Сталинградскую битву рассказывали так, как будто бы они сами там были, и это всегда интересно слушать. Ну вот, возвращаясь к теме уникальности, вот я тоже себе тут набросала какие-то вопросы. Мгм. И что тебя заставляет вставать с утра, например? Задачи, которые я себе с вечера написала. Я очень дисциплинированный человек. У меня каждый день список из скольки-то пунктов. Я стараюсь больше 10 не писать, зная себя, но эти пункты помогают мне вставать, потому что я знаю, что я сяду, начну делать, и потом энергия придет. Потому что как только ты начинаешь трудиться и понимаешь, зачем ты это делаешь, это происходит. Плохо, когда пунктов нет. Бывают такие дни. Я еще когда не занималась развитием, ненавидела выходные, потому что я не знала, что делать, куда себя деть. И если я не путешествовала или не уезжала куда-то, то, в принципе, они проходили некрасиво. Вот. Слушай, ну вот сейчас такая тема, она модная, и еще 10 лет назад, скорее всего, она, ну, не особо людьми поддерживалась. Тема предназначения, когда все ищут какие-то смыслы, они встречаются, спрашивают, решаешь ли ты задачи своей души, какое у тебя предназначение. Но я думаю, что все должно сводиться не к этому, а, во-первых, к тем действиям, которые ты уже сейчас совершаешь. И в том, что ты уже сейчас можешь взрастить, чему ты можешь научиться и какие твои сильные стороны. Потому что вот то, что ты говоришь, что ты там, я пишу там себе такие-то пункты, это же определенная дисциплина, это ответственность. И и в детях это надо взращивать, и в коллективах это надо взращивать, потому что иначе без этого просто движения не будет никакого. Да, но я помню, что я-то родилась, эта культура была ответственности, да, и это можно было из пространства, из воздуха брать, и как свое оно ложилось, потому что это было, ну, повсеместно. А сейчас дети рождаются совсем в другой культуре, и, соответственно, брать им это неоткуда. И когда ты начинаешь, я часто общаюсь с своими племянниками на эту тему, это выглядит как нотации какие-то, они отключаются и не хотят слушать. Поэтому пока мы культуру не создадим, пока мы все сами этим жить не будем, да, этой ответственностью за наше будущее, то вряд ли дети начнут с интересом нас слушать, потому что они видят и в родителях то же самое.
и в взрослых, в окружающих. Ну, это совершенно верно. И в школах, скорее всего, это то же самое присутствует, потому что дети понимают, что все, что они изучают, ну, многое из того, что изучают, им в жизни не пригодится. И мы как раз стараемся сделать проект таким образом, чтобы все это имело применение в жизни, чтобы ты мог конкретно понимать, и ребенок с детства или это взрослый, да, действительно, на что тебе можно опереться, исходя из того, что ты уже прожил, из тех профессий, которые ты осваивал. Ведь задача сложить их в общий пазл. Потому что если мы будем рассматривать свою жизнь на листочке, да, то мы увидим, как то или иное событие в жизни влияло на общий план. И когда вы приходите к состоянию, когда вы вдруг не понимаете, в чем ваша уникальность или в чем ваше мастерство, то вот, возможно, нужна какая-то короткая передышка, да, для того, чтобы понять, что прошлого уже нет. Вот мы сейчас как раз в такой ситуации находимся, когда меняются событийные ветки. Будущего еще нет. И вот, сейчас этот момент, когда можно реально перезагрузить все свои световые коды и опереться на самые свои сильные, отработанные стороны и пойти в сторону бескорыстия, в сторону созидания, в сторону сознательной среды. Я думаю, у нас все таки есть какие-то уже вопросы. Давайте на них поотвечаем. Вопросов немного, но очень интересные. Давайте начнем с крепости духа. Где же обучают ведущих? Как ее купить? Мы обучаем ведущих, скажем так, вживую в Питере и в Москве. Как правило, это в каких-то библиотеках, арендуем зал. Приходят запатентованные ведущие, их тоже у нас пока немного, но они есть. И мы проводим мастер-классы и непосредственно игру для того, чтобы ребята могли погрузиться и понять, как это работает, как работает развитие на базе крепости духа. Помимо этого мы проводим онлайн-встречи, где можно тоже понять, как это все устроено и происходит. В Исталии проводила, мы в Петербурге проводили. Плюс для тех, кто хочет стать ведущим, мы показываем, скажем так, домашние встречи, уже показываем, где в Исталии, проводя семинары тоже с ребятами, проходит вот такую игру и рассказывает о том, как важно устраивать разбор после игры, каким образом в процессе игры какие-то моменты подсветить друг другу, игрокам и так далее. Вот. Ну, у нас ведь не эзотерическая игра, правильно? Да, у нас не эзотерическая игра, у нас совершенно прикладная игра, где ты можешь поработать с своими какими-то деструктивными состояниями, потому что она на базе теоретического курса, где страхи, опоры, ядовитые состояния, ревность, зависть, жадность, это у всех присутствует. Отрицай, не отрицай. Работать с этим нужно. Дети, кстати, никогда не отрицают. Они говорят, да, это нормально, завидую, да, ревную, а как не ревновать? Вот. И объяснить им, что с этим можно поработать, ну, это же прекрасная возможность. Поэтому здесь никакой эзотерики нет, здесь просто помощь человеку разобраться, как можно себе больше внутренней свободы, что ли, дать, да, потому что это все нас обуславливает. Где можно приобрести игру? На Вайлдберрисе. И еще вопрос по тетрадкам. Можно ли их тоже приобрести на Wildberries и для какого возраста они подходят? Ну, тетради для всех школьников, можно и для дошкольников, если они читать умеют, потому что очень важно, чтобы они знакомились с описанием именно, которое есть на тетрадях. Ну и просто даже картинку посмотреть. Тоже на Вайлдберрисе есть в звездной канцелярии всё. Давайте я вам покажу несколько тетрадей. На мой взгляд, очень важно, что на них написано, потому что зрительный контакт, и он позволяет запомнить, и впечатать какие-то фразы. Например, учиться летать. Это непростое занятие, но невероятно увлекательное. Да. Дальше мы напоминаем, да, вот сейчас покажу. Дальше мы напоминаем про внутреннюю чистоту, что это безбрежный океан счастья. И, если ты мыслишь чисто, то она тебе доступна. И все время напоминаем детям, чтобы они являли не личины, а свое настоящее внутренний вот этот внутренний свет, с которым человек, в принципе, приходит на Землю. Вот. Это, кстати, самая часто повторяющаяся проблема, о которой говорят дети, что они не могут быть настоящими, потому что Всё а, время надо все подстраиваться время под нужно кого-то. подстраиваться под кого-то, как-то выглядеть, да. Но это и у взрослых такая проблема. Ну да.
Вопрос уже готов. Давай, Всё. давай. Ну, во-первых, тебя поддерживают, потому что узнают себя. Когда зашла в чат сородения, написала речь, ее удалили, я обиделась, но потом осознала глубину и то, что нашла, что давно искала. Это как раз ответы и близких по духу людей, поэтому благодарят вас за этот эфир, очень полезный. Подожди, вот я Мгм. Про хочу обиду. прокомментировать такие штуки. Вот смотрите, когда мы создаем какое-то сообщество или мы идем, так скажем, и формируем сознательную среду, важно понимать, что любое проявление эго и пси-энергии негармоничное, оно сразу считывается. И поэтому, когда человек не из эго пишет, никогда такой комментарий не удалится. Но если идет сначала выплеск этой пси-энергии, да, а потом, значит, какое-то разъяснение, то в нашем поле этому нет места. В нашем поле нет места сплетням, зависти, ревности, и мы за это радеем. Поэтому, друзья, если вы пишете свои комментарии, вы сначала ну, внутри себя подумайте, с каким посылом вы это делаете, и что, кроме критики, вы можете предложить, потому что действительно очень много сделано, и лежит это все в открытом доступе, а не как мастер-класс, значит, который удаляется через год. И это действительно труд тех, кто это делал. Поэтому относитесь, пожалуйста, с уважением к этому труду. Следующий вопрос: а что же делать с оценкой? Потому что сейчас социум диктует, а что ты добился? Именно про деньги. Сколько ты зарабатываешь, и тебя постоянно оценивают и мерят этим критерием. Ну, тут как бы оценку только сам себе можешь дать такую, которая тебя устроит, потому что сколько бы ни хвалили по собственному опыту, какие бы регалии не были, все равно неуверенность в себе, если присутствует, то ты всегда будешь искать подтверждение какое-то внешнее, но удовлетворения не получишь. Я, кстати, спросила недавно племянницу тоже вот этот вопрос: "Что ты уже сделала в этой жизни, что ценно для человечества, для мироздания?" И она сказала, что было 2 разговора в жизни, которые что-то изменили, по ее мнению, в ней самой и в человеке, с которым она говорила. И это на самом деле наша реальность. У нас у всех было несколько разговоров, где мы поговорили о настоящем, о том, что стоит обсуждать, хотя бы даже не сделали, а поговорили. Поэтому вот в грядущем, то, чем мы занимаемся, мы постоянно генерим разговоры на тему. Мы говорим, говорим, говорим о том, что важно, и пока говорим, сами этим проникаемся. Вот. На самом деле на оценку реагирует личина. Ей же больно, да, ей хочется играть не так, так, так. Давай сейчас я буду вот такой молодец, а потом вот такой буду молодец. И как только вы убираете эту пленочку, вы понимаете, что есть куда посмотреть, есть над чем работать. И, соответственно, вашей душе, вашему свету очень полезно, чтобы что-то менялось внутри, кристаллизовалось, новые грани появлялись, новый опыт. А он возможен только когда развитие духовное есть. Поэтому убираем пленки. Следующий вопрос уже по книге. Просят уточнить, о каких грибах идет речь, как о Об о яд. о грибах, мухоморах и тех, которые нюхают, и все остальное, вот все, что с этим связано. Сейчас речь не идет о белых грибах, да. Из которых суп делают Да, из прекрасный, которых да? делают суп, да. Но все, что наркотические вот эти вот, как это, Галлюциноген. да, галлюциногенные состояния вызывают, все это, знаете, как схлапывает и сознание, и центры. Несмотря на то, что в этот момент ты что-то можешь видеть, и у тебя что-то подвигается, или ты начинаешь находиться в каких-то состояниях, к свету это и к духовному не имеет никакого отношения, потому что это как раз вас загонит в иллюзию, из которой вообще очень трудно выйти, точно так же, как из астрала. Следующий вопрос. Ядами полностью блокируется импульс от сердца в головной мозг. В Да. результате искра разума обволакивается полевой структурой и гаснет. Вопрос. Почему Сталин выбрал смерть посредством яда? Связали, да? Ну, вообще, да. Слушайте, ну, это был великий человек. И вы знаете, лучше уйти, сохранив свет. И яд, кстати, является тем, что его сохраняет.
как ничто другое. Во-первых, это молниеносно, быстро и так далее. И я думаю, что яд еще способствует переходу. Чистый яд тренирует сознание. То есть, если все-таки ты натренируешься, то вот переходить в тело света будет возможно. И являть этот свет, потому что, помните, даже на иконах вот эти нимбы изображены. То есть люди ходили раньше с царем в голове, все-таки мыслили и могли соединяться с чем-то целым. И яды это хорошая тренировка. Но я сейчас не говорю про те яды, которые мы там потребляем, которые нас которыми травят и так далее. Это все-таки больше алхимические абсолютные яды, которые сейчас не присутствуют в принципе в поле и в среде. Ум постоянно направлен на внешнее, а в идеале ты должен концентрироваться на своем внутреннем пространстве, где лучше всего держать точку. Исток, искра сердца или искра сознания. Спасибо. Ну, вы знаете, я столкнулась с тем, что очень мало людей не то что в искру заходят, а даже в центральное сердце, да, зайти не могут. И даже те, кто у нас очень давно занимается, порой пребывают в иллюзиях, что они туда погружаются. Почему я сделала такой вывод? Когда вы соприкасаетесь с чем-то абсолютным, да, то, что есть внутри, с тем светом, с которым вы пришли, ваша жизнь сразу же меняется. Здесь нужна готовность к переменам самого человека. Так вот, если ничего не меняется, то вы никуда и не заходите. Поэтому где можете держать точку, там и держите. Хотя бы над головой попробуйте подержать. Потому что как только вы начнете это делать, вы увидите, насколько мысли начинают скакать. Здесь тренировка нужна. Можно ли в идеале не испытывать токсичные состояния, если повысится осознанность? Ну, конечно, можно. И было бы хорошо, чтобы таких средств становилось больше. Кстати, вот мы только что вернулись с Путаран, и там как раз такая среда, которая позволяет соединиться со своим внутренним. Там покой и баланс. И если ты не бегаешь как сумасшедший в трекинговых ботинках, то, соответственно, ты очень многое можешь, просто посидев на озере, изменить в своей жизни. Но это не только Путаран, это и Тургаяк так работает. Могут ли отравленные состояния исходить из открытых порталов, дыр в пространстве, и как их закрыть? Что продвинутый пишет нам. Да. Конечно, могут. Семантические поля всегда присутствуют, и в полях бывает разное. Закрыть намерением. Если квалификации хватает, то вы можете, но сначала нужно понять, на что оно садится, в ваше состояние. Скорее всего, на эго. Мгм. Как только вы в жизни перестаете являть это эго все время, так этого становится меньше просто. Резонанса меньше с этим, вибрация другая. Когда вы на другую частоту переходите, там этого меньше. Это присутствует, но все равно его меньше, чем в обычной среде. Здравствуйте, я была на фестивале в Екатеринбурге, пишет Наталья. Замечательный, очень нужный. Интересные темы. Я сама из Перми. Хотелось бы, чтобы такой фестиваль прошел и у нас. Я думаю, сейчас все жители городов захотят фестиваль грядущий у себя. Что мы можем здесь посоветовать? Напишите нам, и мы попробуем вместе это сделать. Если есть импульс, значит, нужно что-то поделать в этом направлении. Да, если есть те, кто заинтересован в проведении таких семинаров и фестивалей, да, и те, кто придет на них. Да. Не просто мы там встали и что-то там самим себе рассказываем, да, а если есть аудитория, которая разумная, хочет с этим познакомиться, то, конечно, безусловно. Здесь нас еще раз просят повторить, как называется игра и где ее купить. Друзья, это Wildberries, игра «Крепость духа». Сейчас Юлия поближе покажет. Пожалуйста, посмотрите. Можно в чат Вот кинуть ссылку. так она выглядит, и мы обязательно разместим ссылку в чат. И еще одна гениальная у нас есть игра. Да, у нас еще есть игра «Истина или ложь», нашумевшая в сети после фестиваля Екатеринбургского. Здесь про все искажения исторические, факты, особенно касающиеся России, которые на самом деле складывают общую картинку по нашей с вами истории. Я считаю, что очень важно для тех, кто хочет развивать сознание, понимать, что происходит вокруг. А что в наборе еще? Вот сказки, да? Да, в наборе у нас по развитию гениальности в новом вышел вместе со сказками. А Вот что как за раз сказки вот это вот? Расскажи, Юля.
Держи. Сказка волшебная. Я сама ее прочитала. Она написана на таком старорусском языке. Ее нашли где-то в библиотеке, в церковной. Да, и очень интересная история была. Как только ее взяли, прочитали, она просто вернули в библиотеку, и больше взять никто не мог. Это уникальная А сказка. мы успели. Да, мы успели. И еще с красивыми иллюстрациями. Вот. На самом деле детям нравится. Можно взять, прям начать читать. Она такая философская, смысловая, и очень много тоже разворачивается всяких процессов в процессе прочтения. Перед проведением семинаров идет вброс в информационное поле. Доходит ли она по резонансу человеку или иным это тоже заходит? Не совсем понятно, про какой вброс идет речь, поэтому если уточните, то тогда ответим на вопрос. Отлично, друзья, мы ждем уточнения вопроса. Далее у нас есть вопрос от наших соратников. Давайте, это самое интересное. Итак, первый вопрос. Как же удается достигать легкости, с которой вы делитесь с другими своим опытом? Долгие годы тренировок. Потому что на самом деле надо понимать, что мироздание бескорыстно, и оно бесконечно. И оно бесконечно готово с нами делиться. Вопрос, кто будет принимать, да, и куда это направлять. На заработок не получится, сразу говорю, да, на статус тебя сразу накроет ключами, всей связкой. И поэтому здорово, когда удается из грядущего понять, какие проекты и что вообще возможно в будущем, и что возможно уже сейчас сделать в этом направлении. Вот это прямо очень здорово, когда так получается. И на эту вибрацию должны приходить люди, они приходят, которые готовы это двигать дальше, проводить в жизнь. Поэтому как можно не делиться с ними, я не знаю. А у меня тоже вопрос в этой связи. А был какой-то переломный момент, да, все хочу понять, когда, когда легче станет, да? И вот легкость, радость, они как-то тоже, наверное, не каждый день же, не каждый час, но тем не менее был какой-то момент, точка, да, вот уже невозврата, когда стало по-другому. Ты помнишь его? Ну, скорее всего, это год назад случилось, потому что мы выпустили очень много матчасти. Она в открытом доступе на канале "Белый свет", на канале "Сородени", сейчас на "Человеке разумном". Это все YouTube каналы, также есть мы ВКонтакте. И мы рассказали про все деструктивные состояния, которые, допустим, меня волновали когда-то, да, и с которыми не пройти в будущее. И как только это было явлено, то вот, возможно, стало другое. Хотя я думаю, что в плане легче, я не знаю, будет ли или нет, но в плане того, что будет, безусловно, интересней, веселее и радостнее, да. И самое главное, с единомышленниками это точно будет. Я думаю, что люди просто просыпаются. Еще раз, они устали от этого, от этой пыли, от этой грязи, от этого бесконечного астрала. Вы знаете, сейчас открываешь YouTube или там что-то, и там это случится завтра, или там еще там несколько дней будет апокалипсис. И это настолько заполонило эфир, что свободного эфира для творения остается совсем мало. А генерировать этот эфир может только человек. И когда ты понимаешь, что ты человек, и это то, что ты можешь на общее благо делать, генерировать этот эфир, вот тогда ты включаешься. И вот таких мы ждем к нам в нашу команду. Кстати, отличный способ, когда что-то, да, действительно опыт свой извлекаешь, из этого делаешь какое-то творение, да, условно. Там мы с ребятами тоже в грядущем какую-то тему разбираем, там даже по мультфильмам, там жадность, да. Вот разобрали, сделали пост, только после этого как бы какие-то действительно процессы Да. закрываются. Да, я по себе знаю, что пока ты не выпишешь и не поделишься, уже, видимо, ну, по крайней мере, в проекте "Грядущее" дальше не пускает. То есть мало осознать, нужно еще и другим рассказать про свое сознание, потому что какая в нем ценность для мироздания. Но осознал, надо как бы дать этому жизнь. Конечно, и мы очень благодарны всем тем, кто продвигает
наши проекты, и школу сородения даже в соцсетях, и грядущее, да, кто делится бескорыстно, соответственно, с теми, кто в этом заинтересован, да. Потому что вот этим нужно делиться, действительно, потому что это общее будущее. Если кто-то не знает, что он может сделать прямо сейчас, то у вас у каждого есть свои соцсети, где вы можете разместить, например, ссылку на этот эфир или ссылку на игру «Крепость духа», ссылку на грядущее. И это тоже будет классный вклад. И вот следующий вопрос как раз про то самое время, то самое место хотелось бы затронуть. Иногда же люди делают, а не случается. Хочется получше понять, как это работает, и есть ли что-то, что можно сделать, чтобы оказаться в то время, в том месте, ну, кроме хорошей кармы. Нужно работать над собой, трудиться, нужно быть внимательным к жизни, нужно находиться в той среде и с теми людьми, которые действительно могут что-то привносить в твою жизнь. И если эго нет, то тогда вы оказываетесь в нужном месте, в нужное время, как бы происходит впрыск времени, да, и все случается. То есть эго надо отпустить. Да, 100%. У меня вот по опыту, по-моему, часто было, что я делаю, у меня не получается. И пока я не попрошу кого-то присоединиться к этой задаче, да, ну, то есть как бы мы всегда рассчитываем на себя, я сама сделаю. А потом ты идешь, взаимодействуешь с кем-то, да, на эту тему, просто даже не прося помощи, а просто рассказал, у меня не получается. Ребята подключаются, и вместе вы решаете это за 3 минуты, а до этого ты там неделями бился и не мог решить эту задачу. То есть это тоже мироздание так показывает нам, что нужно объединяться и совместно. В этом сотворчестве очень неожиданные вещи случаются. И это вот настоящие чудеса, я бы сказала. Это то, что тоже дает и легкость, и радость, потому что понимание того, что вместе мы сила, оно как бы уже есть. Да, согласна с этим. Вот здесь пришло как раз уточнение по вопросу, где вброс информации. Но, например, я еще не знаю, будет ли семинар, но я его уже вижу в будущем с объяснением происходящего. Вопрос о том, что видят ли чужие это. Ну, семинар, конечно, присутствует в информационном поле, потому что до того, как он прошел, он уже случился. Поэтому видят они, не видят, это все равно на самом деле, потому что уже все случилось. В этом вся и соль. А есть ли программы в грядущем для подростков 15-18 лет? Самый сложный период, когда у молодежи идет поиск своей дороги, а у кого-то вообще нет понимания, что делать. Да, мы сейчас формулируем как раз программу, как раз с ребятами вот 18, правда, 23, постарше. И мы поняли, что программа, она должна формулироваться, во-первых, самими ребятами, во-вторых, знания и любые какие-то инициативы должны передаваться от детей к подросткам, от подростков к молодежи и так далее. То есть они, ну, дети, взрослых слушают, с трудом, потому что мы уже потеряли вот эту связь с ними, мы уже на другом языке говорим. А ребята, которые постарше, условно там старше, как были октябрята, пионеры, комсомольцы, они могут им что-то еще донести, и они будут их слушать, они для них еще в авторитете в каком-то, да. Особенно если эти ребята умеют излагать свои мысли, действительно, развитые. Поэтому план такой, что с каждой возрастной группой нужно, заниматься решением определенных задач. Допустим, дети помладше, там до 13 лет, они в основном могут работать на генерацию идей, это образов, да, нашего будущего, того, куда мы пойдем. Ребята постарше могут уже какие-то проекты реализовывать. И здесь хорошо работает связка со взрослыми, потому что есть предприниматели, которые загорятся этой идеей, и дети увидят, что идеи, они не просто так, они меняют на самом деле мир, и их вполне можно запускать в жизнь. Поэтому, вот мы только подходим к решению этой задачи. Если кому-то интересно, присоединяйтесь. И молодежь призываем, и взрослых, у которых есть такой интерес. У нас есть книга, называется «Дети», и есть семинар, посвященный этому, и 16-летние есть тема, в которой как раз мы описываем, что 16-летние проводят в жизнь те идеи, потому что, которые будут в будущем, потому что у них вот эта энергия, она способна на это. М. Так, ну что, есть ли у нас еще вопросы? В Питере в августе будут делаться состояния, практики, или это больше про поговорить и про пообщаться? Я думаю, уместно будет сказать, кого мы ждем. Дело в том, что если вы хотите делать практики, приходите к нам заниматься.
это вообще без проблем. Приходите к нам на семинары в Питере. Ребята будут делиться методиками своими, соответственно, и мы тоже поделимся чем-то интересным. Ну, Будем про пушкинские школы, скорее всего, разговаривать. точно будет разговор про то, как транслировать состояние детям, молодежи, да, как бы на уроках для учителей. Ирина вот у нас будет проводить. Поэтому какие-то практики, которые можно будет изучить, прийти про это поговорить, точно будут. Еще один интересный вопрос. Какими вы себя видите в следующем вашем приходе души, как вы говорите? Что вам хотелось бы увидеть в будущем, грядущем, через лет 100-200? Хотелось бы, чтобы мир, в который мы придем, был наполнен чистыми духовными энергиями. Что это значит? Вот мы сейчас живем в мире, в котором все перевернуто, все смыслы перевернуты. И нет возможности на сегодня летать, да, строить воздушные города, сотворять то, что мы умели всегда. Он немножко ограничен. И те идеи, которые сейчас превалируют в мире, потребительские, они в основном направлены на то, как все это, наоборот, как-то присвоить к себе там, или на этом заработать. Так вот, хотелось бы свободного парения, свободного творения и тех состояний, про которые мы сейчас говорим, светоносного кода души. Я думаю, что все наши соберутся. Я даже нисколько не сомневаюсь. Что, по-вашему, может объединить Подожди, Юля еще не А, ответила. конечно. Я думала, проедем. Ну, я на самом деле через 200 лет хотела бы, чтобы все было красиво, не только снаружи и где-то в определенных эксклюзивных местах, а вообще в целом, чтобы жизнь была наполнена красотой внутренней, внешней, то, как мы выглядим, то, как мы себя проявляем, то, как мы взаимодействуем, чтобы это все было действительно красиво. Вот и почему-то такое слово приходит мне, когда я смотрю на образы грядущего. Там же действительно все белое, красивое, такое прям светящееся. Вот хочется, чтобы была красота повседневной обычной жизни. Больше свободы хотелось бы, чтобы было. Я лично хотела бы заниматься бы, вот как в «Стартреке» он летает по разным планетам, изучает разные миры. Я бы вот, наверное, вот это бы выбрала для себя. Мне вот это прям, я путешественник в душе, мне интересно. Но то, что я делаю сейчас в грядущем, это то же самое. Мы точно так же углубляемся в тему, изучаем, только познание идет глубинное через себя. И точно так же ты можешь любую совершенно тему и в космосе тоже познавать. Вот. Я тоже совсем недавно поняла, что занимаюсь тем, чем занималась всегда. Что, по-вашему, может объединить общество нашей страны в высоком смысле этого слова? С чего порекомендуете начать каждому, кого волнует этот вопрос? Ну, надо посмотреть, насколько совесть у человека проявлена. Объединяют общие идеи, общие смыслы. Совесть, честь, насколько проявлена, общее благо, да, насколько человек может трудиться. Объединять может победа над фашизмом, в том числе, потому что на прошлом эфире с Олесей как раз говорили про желание обладать и про то, что это и есть настоящий фашизм. Так вот, пока не искоренено желание обладать, и фашизм здесь будет присутствовать. Поэтому в мире новых энергий точно не должно быть фашизма, и нужно с этим справиться всем миром. Согласна. Но я бы добавила еще, что, наверное, объединяющим может быть то самое созидающее начало. Человек-творец, в принципе, идея всем ложится. Я с кем не говорила, все хотят быть творцами, все хотят что-то создавать. И я думаю, что на этом можно объединяться, потому что даже вот в предпринимательской среде, из которой я родом, во всех клубах, в которые я заходила, люди делятся на 2 сейчас категории: гедонисты, те, которые получают удовольствие от жизни, и достигаторы, которые еще зарабатывают деньги, чтобы начать быть гедонистами. И когда в последний раз я пришла и спросила: "Есть группа созидателей?" Сказали: "Нет, у нас такой группы нет". И я думаю, что пора просто формировать этот клуб созидателей на всех уровнях: среди детей, среди предпринимательской, да, аудитории, потому что эта потребность, она существует в человеке, мне кажется, базово, что-то создавать. Ну, в этом и может проявиться уникальность человека, и над этим
хочется трудиться, то есть это то, от чего ты не устаешь, да. И точно всем будет место в этом мире, в этой жизни. Здорово, что вы затронули созидать, создавать. Я думаю, не будет лишним расшифровать, потому что все слышат это красивое слово, да, особенно молодежь. И я часто слышу вопросы: а что такое созидать? То есть потребность создавать есть, а вот созидание. Созидание больше направлено на общее благо. И когда ты мыслишь из целого, то есть сознанием дела мыслишь, да, из того, что действительно будет важно и нужно, и будет продолжать жизнь человечества. Вот, на мой взгляд, вот это важно понять, когда ты хочешь стать созидателем. Ну да, это сознательное творение, по сути, когда ты понимаешь, как это вообще развернется в жизни людей. Как раз несколько заявок у нас от тех людей, которые готовы и хотят поделиться своим портфолио, чтобы стать иллюстратором в будущем, в проекте грядущего. Куда им можно написать? Здорово, это очень классная тема, потому что нейросети рисуют картинки не самые лучшие. Можно прямо на канале «Грядущее» есть обратная связь, туда написать. Мы свяжемся. У нас там 5 человек отвечают быстро. Вы применяете свои профессиональные навыки в проекте духовного развития, а в обычной жизни как отражается то взаимодействие, которое происходит у вас в грядущем с коллективом и с теми, кто приходит к вам на уроки? Умничаю, конечно, повсеместно. Пытаюсь делиться, когда спрашивают, ну, в основном жизнь вокруг проектов строится. Не могу сказать, что у меня какие-то активные светские мероприятия, хотя вот я в Питер на бал еду с предпринимателями. Никогда не была на балу. Вообще. Да. Вот это здорово. Если у нас Буду ещё танцевать вальс. О, отлично. Есть ли Если у еще нас, да, вопросы? есть ли какие-то вопросы, и будем, Закругляться? да, закругляться. Так, вопросы. Ну вот интересно, поскольку я являюсь поклонником вашего клуба читательского, что сейчас читаете и какие будут новые книги? Ну вот, может быть, обрадую, а может быть, огорчу кого-то, да. На самом деле, дочитываем несколько книг, которые в этом году будут явлены, возможно, 2 или 3. Среди них обязательно словарь терминологический. Вот. И все. Ничего себе. Да, мы на этом закончим, скорее всего, на какое-то время выдавать книги в общий доступ. Почему? Потому что и так много всего, чтобы нужно освоить для того, чтобы двигаться дальше. Но читать мы не закончим, мы будем продолжать, потому что это все будет касаться сознания и переформата сознательной. Ну, вообще, мы идем к сознательной среде, и поэтому будет касаться переформата всей среды. Будет касаться того, что должно быть в этой среде. Поэтому те, кто нас ненавидел, могут успокоиться, да, и спокойно порадоваться. А те, кто действительно хочет дальше двигаться, я предлагаю освоить ту матчасть, которая уже есть, и уже с новыми смыслами присоединиться к новым творениям, которые будут. Вот. Ну, книги действительно можно перечитывать не раз, поэтому понятно, что да, наверное, материал пока освоен слабо. Но семинары-то будут новые. Безусловно, будут семинары, будет много всего интересного, будут открыты новые площадки. Мы ждем тех, кто действительно хочет созидать, потому что на основе бескорыстия только можно идти дальше, на основе чистых отношений, чистого творения. И с этими людьми мы готовы продолжать. Я, кстати, все-таки открою, что же мне выпадет. Чем мы завершаем эфир? Интересно. Так. Дух войны выпал. Да. Я знаю, почему выпал дух войны. Это 100-й темный ключ. Его надо победить внутри нашей среды, внутри каждому человеку. Потому что когда он перестанет бороться с самим собой, а направит эту энергию на созидание, на то, чтобы этот мир стал лучше, вот тогда все очень быстро начинает меняться. Перестать воевать, начать созидать. Да, перестать воевать, начать созидать. Ну что, на этой позитивной ноте, мне кажется, мы будем заканчивать. И
следующий наш эфир будет 17 августа, и я думаю, что он тоже будет интересен. Всех благодарим, кто нас смотрел. До Спасибо, новых что встреч. позвали. Да. Зовите еще.